Привет, друг! Ты на канале Батин Суп, и сегодня здесь ризотто. Мама мия. Я очень люблю ризотто. Это замечательное блюдо, по сути являющееся одним из столпов итальянской кухни. И мне искренне непонятно, почему очень многие обходят его вниманием, считая какой-то переваренной кашей. По-моему, это так же несправедливо, как и называть неудавшийся плов шаблей. Это совершенно разные блюда, разные технологии и, по сути, разный результат. И этот результат мне, как правило, по душе. Главный ингредиент, разумеется, это рис. Ну, не горячо-то ж готовим, не гречку, да? И здесь очень важен сорт. В 90% случаев, если вы берете пачку риса, на котором написано «для ризотто», там будет, скорее всего, арборио. Каноничными также считаются карнароли, виолоне нано, да, так. Но их очень сложно найти. Арборио довольно популярный. Но, как ни странно, даже его я сейчас не нашел. И я взял бальдо. Он тоже подойдет. Это хороший рис. В нем достаточное количество и амилопектина, и амилазы. Но я не буду душнить, давай дальше. Также понадобится сливочное масло, твердый ароматный сыр и белое вино. Но это из таких относительно обязательных ингредиентов. Вино нужно брать такое, которое вы охотно выпьете сами, а сыр будет жалко отправить на сковороду. Что еще? Ну, в названии ролика видели, да, там грибной ризотто, поэтому грибочки, пара зубчиков чеснока и лучок. Можно взять репчатый, шалот. У меня без дела валялось 2 стебля парея, вот такого сочного, я возьму его. И чуть не забыл, овощной бульон. Можно использовать куриный бульон, можно делать на грибном отваре. Можно готовить, конечно, и на воде, но это будет совсем не то, поэтому бульон. Что нужно сделать? Ну да, порезать, почистить овощи, помыть и нарезать грибы. Да, грибы моют. Вот это вот есть заблуждение, что грибы нельзя мыть, их только чистить. Перестаньте, можно мыть грибы. Единственное, не стоит держать их долго в воде, они правда могут напитаться как губка, ничего хорошего в этом не будет. Чтобы они лучше отмылись и эффективнее отмылась вся земля и все мелкие кусочки, можно добавить немножко муки. После того, как мучная вода соберет на себя всю грязь, остается только промыть проточной водой. Обсушить и нарезать. Нарезать можно произвольно. Стоит отложить пару маленьких для подачи. Из парея я возьму белую нижнюю часть, она сочнее и лучше подойдет. Ее стоит разрезать повдоль и хорошенько промыть. Дальше лук нужно не крупно нарезать и измельчить пару зубчиков чеснока. Сыр превращаем в мелкую крошку. Ну что, все ингредиенты подготовлены, овощи нарезаны, сыр натерт, рис завешен. Очень важный момент, рис нельзя промывать, он должен быть обычным, ну сырым, сухим. Какая посуда понадобится? Ну, это либо сковорода, глубокая сковорода, либо кастрюля с толстым дном, можно даже в казане, потому что, по сути, мы будем рис растушевать. Хотя, что рассказывать, давайте показывать. Пойдем к плите. Первым в сковороду отправляется оливковое масло и лук-порей. Огонь должен быть средний, выше среднего, не нужно все сильно ужаривать. Следом отправляются чеснок и грибы. Когда грибы подрумянятся и потеряют половину объема, пора отправлять рис. Рис нужно хорошо перемешать, чтобы каждая рисинка напиталась маслом. Теперь самое время добавить вино. Когда оно выпарится, можно понемногу начинать вливать бульон. Важно подливать именно понемногу. Рис не должен вариться в большом объеме жидкости, как мы к этому привыкли. И не должен подсыхать. Как только увидишь, что жидкость заканчивается, подливаешь новый половник бульона. И так в течение примерно 20 минут. Я использую соленый бульон, но все равно в процессе стоит скорректировать соль. По истечении 20 минут снимаем с огня и добавляем сливочное масло. Хорошо вымешиваем и вводим тертый сыр. Накрываем крышкой и пусть так постоит пару минут. Ну все, ризотто практически готов. Пара минут под крышкой и можно подавать. Можно украсить свежей зеленью, тем же пареем. Я отложил немного пармезана и все, считай секунды до подачи. Пробуем. Мадонна. Я еще ради одного дубля попробую. Господи, как вкусно. Супер вкус, бомба. Текстура огонь. То есть он прям кремовая, мягенькая. При этом рисинки, они не развалились. Они чуть-чуть, даже чуть-чуть подхрустывают, как аль денте. Вот все как надо.
грибочки. И вот, если честно, если есть возможность использовать порей вместо, не обычный лук, не репчатый, а порей, используйте, он прям дает. Да, блюдо немного муторное, то есть все 20 минут надо реально стоять у плиты, следить, смотреть за консистенцией, подливать. Но это вот стоит, даже час можно так постоять, это прям стоит того. Пробуйте. Ладно, пора прощаться, потому что я очень хочу это доесть. Спасибо за просмотр, я надеюсь, тебе понравилось это видео. Если да, то ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол. Мы выпускаем видео каждый день, не пропусти новый рецепт. Пока.